Здравы будьте! С вами снова Фантом. Серия «Этот вихревой мир» в соавторстве с Александром Мишиным. В данном видео мы продолжим рассмотрение базовых понятий вихреобразования. В прошлый раз мы рассматривали, как происходит спирализация траектории движения вихря в пространстве. Это было первое и достаточно упрощенное приближение. Теперь давайте немного увеличим детализацию нашего информационного фрактала. Напомним, как мы ранее показывали линейные движения нашего вихря в процессе формирования спирали первого порядка. А теперь давайте поговорим о музыке. Нет, уважаемые зрители, уверяю вас, вы не ошиблись роликом. Именно о музыке. Обычная гитарная струна, как ни странно, способна сильно помочь нам в понимании. Вот видели ли вы когда-нибудь в деталях, как колеблется гитарная струна? Давайте посмотрим. Не правда ли? Забавно. Так вот, на примере математической модели обычной гитарной струны мы с вами попробуем рассмотреть влияние гармоник на формирование пространственных траекторий наших вихревых объектов. Итак, для начала рассмотрим стоячую волну как обычное гармоническое колебание. Отлично знаю, что такой график вы видели много раз. Однако все же думаю, что смогу удивить некоторых зрителей. Давайте посмотрим на данную траекторию в объеме. Чтобы сориентироваться в пространстве, добавим оси координат и поместим маленькое розовое колечко в конкретной точке траектории. Подчеркну, колечко будет неподвижно относительно конкретной точки на кривое распространение на протяжении всей анимации. Давайте облетим нашу траекторию по окружности в плоскости, перпендикулярной вектору распространения. Мы видим, как волна как будто начала двигаться. Однако, если вы внимательно следили за колечком, то заметили, что оно никуда не сдвинулось по горизонтали. Что же происходит? Откуда появляется иллюзия движения? Сейчас вы все поймете. Дело в том, что если рассмотреть нашу траекторию не в фаз, а в профиль, то в 2D-проекции мы с вами увидим окружность. А вот что мы увидим в объемном представлении. Узнали? Да-да, та самая спираль первого порядка, которая притворялась добропорядочной синусоидой. Однако, надо помнить, что волна-то у нас стоячая, а это значит, что несмотря на геометрическую неподвижность, пучности нашей волны пульсируют. Вот такая, оказывается, непростая форма базовых колебаний у гитарной струны. А мы ведь еще не коснулись гармоник. К данной модели траектории распространения вихревых образований мы вернемся несколько позже в этом ролике. А пока попробуем уточнить, как формируется спиральная траектория первого уровня для нашего вихря. Ведь мы только что выяснили, что она не будет ровной спиралью, как было показано в прошлом ролике. Стоячая волна, оставаясь геометрически неподвижной, пульсирует, и это не может не сказаться на форме траектории. Вот как будут выглядеть пульсации спиральной траектории первого порядка на множестве циклов. Надеюсь, вы понимаете, что для упрощения мы опускаем показ распространения по траектории второго порядка. А теперь давайте посмотрим на более детализированную картину процесса. На диаграмме отложим величины двух ортогональных компонентов вектора распространения нашего вихря – линейной составляющей вектора и вращательной. Распространение начинается с подавляющего преобладания линейной составляющей. Наш вихрь пытается распространяться по прямой. Однако, как уже говорилось, за счет упругого лобового сопротивления среды траектория распространения испытывает постоянное скручивание. В качестве некой иллюстрации такого сопротивления можно привести понятие вязкости магнитного потока, описанное в некоторых научных работах по магнетизму. Итак,
наш вихрь начинает свое распространение. Вращательные компоненты вектора распространения начинает расти по величине, а линейная постепенно убывать. При этом суммарная величина обоих компонентов остается неизменной. Как мы видим, закон сохранения энергии, постулируемый для макрообъектов, на этом уровне вполне себе сохраняется. Распространяясь по своей траектории, наш вихрь приобретает все большую вращательную компоненту, а линейная постепенно уменьшается до нуля. И в этот момент происходит смена фазы распространения. Детально этот процесс мы рассмотрим позднее, поскольку он принадлежит одному из следующих уровней детализации нашего информационного фрактала. Пока же примем за постулат, что при достижении проекции линейной скорости распространения вихря нулевого значения происходит как бы реверсирование тенденции. В итоге линейная составляющая начинает постепенно возрастать, синхронно с уменьшением величины вращательной компоненты. Затем цикл из этих двух фаз повторяется снова и снова. Однако наш фрактал снова нуждается в детализации. Точка узла в нашей последовательности пульсаций траектории играет важную роль. В этот момент происходит фрактализация векторов распространения, то есть одна линейная траектория как бы взрывается пучком из фрактальных отражений. В данном случае, для примера, мы можем рассмотреть кубический вариант шестиосевой каскадной фрактализации траектории. Он соответствует углу самопересечения в 90 градусов. Вот как это будет выглядеть на анимации. Но если вы думаете, что все сложное уже закончилось, вы глубоко ошибаетесь. Сейчас мы посмотрим, как будет выглядеть второй уровень нашей каскадной фрактализации. Все пристегнулись? Начинаем обратный отсчет. 3, 2, 1, поехали! Как вы видите, из каждого узла первого цикла фрактализации вырастает точно такой же фрактал. А мы показали всего лишь второй уровень. Для показанного нами варианта с углом самопересечения в 90 градусов уровней фрактализации будет 4. После чего вокруг кластера сформируется законченная форма стоячей волны в виде сферы. Вот так будет выглядеть по-прежнему упрощенная, но уже намного более детализированная картина распространения нашего вихревого возмущения в пространстве. Теперь с новыми знаниями вернемся к рассмотрению формирования траекторий спиралей второго уровня для наших вихревых образований. Пока рассмотрим плоский вид, однако про себя не будем забывать, что показанное представляет собой сечение трехмерного тороидального объекта. Для начала рассмотрим самый простой вариант – четвертую гармонику. Угол пересечения 90 градусов. Точки узлов совпадают с вершинами вписанного в базовую окружность квадрата со стороной, равной диаметру окружности, деленному на квадратный корень из 2. Формирование траектории четвертой гармоники представляет собой самый простой для рассмотрения вариант. Именно поэтому мы с него и начали. Вторую гармонику демонстрировать бессмысленно, потому как результат пересечения двух окружностей одинакового радиуса по углу 180 градусов есть та же самая окружность. То есть формирование макрообъекта в этом случае не происходит. Вообще, можно сказать, что четные гармоники являются следствием нечетных, то есть они вторичны. Теперь рассмотрим формирование траектории пятой гармоники. Вы можете спросить, а почему мы обошли вниманием третью? Скоро вы все узнаете. Итак, пятая гармоника. От четвертой гармоники она отличается тем, что для ее образования необходимо 5 раз выполнить поворот на угол в 144 градуса вокруг центра базовой окружности. Вы можете спросить, а почему же мы просто не повернем нашу окружность 5 раз по 72 градуса? Давайте посмотрим, что получится, если так сделать. Мы видим, что формирующиеся полости пересекаются с нашей базовой окружностью менее чем на четверть. Вообще, все полости можно разделить на два типа. Те, что образованы пересечением менее чем на четверть диаметра,
участвует только во внешних взаимодействиях нашего макрообъекта, но не имеет отношения к стабилизации его внутренней структуры. А все полости с пересечением более чем на четверть, наоборот, отвечают за внутреннюю структуру макрообъекта, но не участвуют во внешних взаимодействиях. Так вот, при повороте на 72 градуса образуются только внешние полости, но они не могут помочь сформировать единый макрообъект. В результате такая конструкция не будет устойчивой. Именно поэтому происходит поворот 5 раз по 144 градуса, описывая при этом две полные окружности. Ну вот и наступила очередь незаслуженно забытой третьей гармоники. По секрету скажу, что именно третья гармоника за счет своей универсальности будет нами рассматриваться как базовая при анализе процессов вихреобразования в электрических явлениях. На первый взгляд все должно быть просто. Угол 120 градусов, делаем 3 итерации и строим наш объект. Однако природа приготовила нам здесь сюрприз. В момент образования первого фрактального объекта с углом 120 градусов самопроизвольно возникает его симметричное отражение. В результате за одну итерацию у нас образуется не одна, а две окружности. Как следствие, по завершении цикла мы будем иметь 6 образующих окружностей. Вот мы и рассмотрели схематические процессы формирования базовых гармоник. А теперь давайте вспомним о нашей аналогии с гитарной струной. Ранее мы видели, что, казалось бы, простая синусоида в плоскости предстает перед нами в объеме как спираль первого порядка. Давайте наложим на основные колебания четвертую гармонику и посмотрим, что получится. Вот плоская проекция нашей синусоиды. Наложим на нее колебания четвертой гармоники. А теперь посмотрим, как это выглядит в плоской проекции по ходу распространения. Ну и теперь встречаем стоячую волну с наложенной четвертой гармоникой в 3D. Проделаем то же самое упражнение с пятой гармоникой. Фас. Профиль. Ой, простите, это из озвучки для другого ролика. В общем, сейчас будет показан вид траектории колебания с наложенной пятой гармоникой в 3D. Ну и завершим нашу демонстрацию третьей гармоникой, не забывая о том, что выглядит она в точности как шестая. Вот так, не совсем просто, колеблется, казалось бы, такая простая для понимания гитарная струна. А как вы думаете, каким физическим параметром определяется высота основного тона звука, издаваемого струной? Многие скажут, степенью натяжения струны и расстоянием между точками крепления. Частично верно. А почему же тогда одни струны выполняются более тонкими, чем другие? Струна имеет две базовые частоты. Одна определяется длиной струны между точками крепления и в некоторой степени силой ее натяжения. Однако вторая, которая, собственно, и оказывает основное влияние на высоту тона, это именно толщина струны. Именно эта частота модулирует колеблющийся, как макрообъект, струну и формирует основной рабочий тон, к которому затем добавляются гармоники. Давайте запомним этот пример, он нам весьма пригодится. И напоследок, давайте посмотрим, что будет с нашей траекторией, если мы последовательно начнем накладывать на основной тон гармоники с 3 по 30. Вид из плоскости, перпендикулярный вектору распространения.
общий вид. Вот таким, казалось бы, необычным путем мы пришли к пониманию, как именно происходит формирование показанной в прошлом ролике спирали второго порядка. Подведем итоги. Первое. Траектория спирали первого порядка формируется не в виде линейной спирали, а в виде последовательности пучностей и узлов. Второе. В узлах преобладает линейная составляющая вектора распространения, а в пучностях вращательная. В промежуточных позициях масштабы составляющих пропорционально изменяются так, чтобы их сумма оставалась неизменной. Третье. Зона узла служит центром фрактализации при формировании спирали второго и высших порядков. Четвертое. Прикладное значение при рассмотрении реальных процессов имеют в основном нечетные гармоники базовой частоты объекта, так как они определяют геометрию объекта и его инерционные свойства. Пятое. Полости с углом пересечения менее четверти диаметра базовой окружности отвечают за внешние взаимодействия, а полости с углом пересечения более четверти за формирование внутренней структуры макрообъекта. Шестое. Пятая гармоника формируется путем 5 итераций поворота по 144 градуса. Седьмое. Третья гармоника имеет особое значение для электрических процессов и формируется за 3 итерации путем поворота на 120 градусов. Однако число формирующих объект окружностей будет равно 6 за счет возникновения локальных отражений. И восьмое. Пример рассмотрения объемной модели колебаний гитарной струны наглядно показывает влияние различных гармоник на формирование обобщенного колебательного процесса реального объекта. Засим давайте завершим вторую лекцию. Будем рады ответить на конструктивные вопросы. Благодарю вас за внимание. Увидимся в следующем ролике. С вами был Фантом.